Всем привет, меня зовут Саша Saint-Rider, и вы находитесь на моем канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных гаджетах. И сегодня мы будем писать джангл. Но сперва я хочу выразить благодарность за каждый коммент, лайк и рубль, которым вы меня поддерживаете. Спасибо вам, ребята, с меня больше новых и полезных видео. А чуть позже я буду выкладывать список имен донаторов. Кстати, недавно я запустил инстаграм-канал Flowform, там уже есть материал, короткие обучающие видео. Ссылка на донаты и инстаграм находится в описании под этим видео. Джангл — это сплав всего того, что любили британские тусовщики конца 80-х, начала 90-х. Ломаный бит, быстрый качающий ритм, рейверский вайб, сол, джаз, хаус, регги и хип-хоп. Все это джангл. Это не просто музыка, это целое мультикультурное движение. Это свой танец, свои пиратские радиостанции, лейблы, большие рейвы, своя вселенная в мире музыки. Молодые продюсеры, пользуясь недорогими сэмплерами, компьютерами Atari, прямо в своей спальне творили историю. Raga Twins, DJ Hype, Groove Rider, Fabio, Ray Kid, UK Apache, Shy FX, M-Beat, LTJ Bukem, Ronnie Size, Goldie, Dillinja, Remark, Doc Scott и многие другие сделали немалый вклад в развитие сцены. Я рекомендую посмотреть эти фильмы про историю джангла, ссылки будут в описании. Ну и, конечно, подписаться на канал Раджана. Это, пожалуй, единственный YouTube-канал на русском языке, где уже немало есть информации про историю электронной музыки, в том числе джангла. Ну и как в любом жанре, постепенно происходит процесс развития звучания. Звук либо утяжеляется, либо становится легче. И сегодня мы как раз будем работать именно в более лайтовом атмосферном звучании. Джангл изначально в 90-х писался на готовых сэмплах, вырезанных из хип-хопа, сол, джаза, фанка и прочих стилей. А далее появились готовые сэмпл-библиотеки различных производителей. И вот как раз одной из таких библиотек, уже достаточно известных, можно сказать, даже легендарных библиотек, я пользовался в написании этого трека. Зеленые дорожки — это MIDI-каналы, на которых я изначально создавал звуки. Вот мы видим Pad1, Pad2, они лежат в основе всей композиции. Я использовал сэмплер Segments, я уже немножко про него рассказывал в прошлом видео, плюс на моем инстаграм-канале также я частенько его использую. Вот что получилось. Первый слой, Pad. Это готовый сэмпл, который играет по разным нотам. Следующая дорожка. Вот такой сэмпл. Далее идет библиотека от Splice, известного музыканта Om Unit. Вот такой звук. И следом за ним вот такой. В целом создается такая атмосфера. Следующий пэд. Вот такой высокий. Здесь он играет на октаву ниже, потом на октаву выше. Ну и, можно сказать, один из самых популярных сэмплов, используемых в 90-е и 80-е, вот такой вот шакухачи, это флейта японская. Немножко обработано, поднято питчем. В соло вот так звучит. Чуть ниже добавляется еще одна флейта для атмосферы. И уже почти перед самым дропом еще вот такая флейта. То есть основа для интро — это как раз набор пэдов, различных флейт, сэмплов и так далее. Далее снизу мы видим несколько дополнительных атмосфер. Вот такие вот колокольчики. И вот эту атмосферу я создал на синтезаторе Digital D1. Очень популярный синтезатор, компания AudioKit. Одни из лидеров музыкального софта на рынке для iOS. Ну а далее уже по привычной схеме я его заморозил и получил аудио вот такой сэмпл. Ниже голубеньким эффекты атмосферные, шум моря, а также дополнительный шум волн. Ритмическая секция в интро достаточно простая. Здесь играет вот такой тамбурин. К нему добавляется вот такой луп. Еще один луп, который впоследствии станет основой для дропа. И вот такая перкуссия. На перебивках еще один луп. Тоже большая часть сэмплов взята из библиотеки Jungle Warfare. И вот такой инструмент Chimes, колокольчики переливающиеся. Очень хороший звук, добавляющий атмосферности. Вокальные сэмплы. Различные кусочки.
А вот эти вокалы взяты из какой-то рандомной библиотеки на компьютере. Просто искал, что пойдется под руку. Ну и, естественно, потом это все доработано питчем и различными эффектами. Ну и, конечно, в интро играет вот такой саб-бас. Тоже достаточно классическое звучание в джангле. Такая синусоида, играющая по питчу, по нотам. Ну, конечно, в танцевальной музыке, естественно, является дроп основой, а основой дропа является ритмика. Давайте послушаем, что у нас тут есть. Вот такой луп. К нему добавляется вот такой. Одна из главных задач — найти и подружить барабаны. Тамбурин снизу и райд. А между этими основными лупами играют вот такие перебивки. Вот такая. Классический Amen Breaks запитченный. Вторая вот такая. И последняя, третья вот такая. Басовая линия построена из различных кусочков. Давайте послушаем, как они все вместе звучат. Изначально всю эту басовую линию я крутил в синтезаторе Synthmaster One. Уже не раз в своих видео я про него рассказывал. Очень мощный синтезатор, большое количество возможностей на борту. Все накрученные басы я сохраняю в аудио, а потом уже использую в треке. Ну и напоследок я покажу, какие я эффекты использовал. Один из моих любимых дилеев, как на компьютере, так и на iOS, Dubstation от компании Audio Damage. Классный дилей, большое количество всяческих возможностей. Также от компании Audio Damage, но уже реверб, EOS 2. Вот этот алгоритм Super Hall просто бомба. Обязательно попробуйте этот реверб. Встроенный эквалайзер. И, пожалуй, самый мой любимый эквалайзер, которым я пользуюсь на компьютере уже очень много лет. Компания FabFilter Pro Q3. Поверьте, это один из самых лучших эквалайзеров на рынке на сегодняшний день. Слушаем финал. Ну вот, собственно, весь разбор, ничего сложного. Изначально это звучание не подразумевает под собой какой-то сложности саунд-дизайна. Главное — создать правильную атмосферу и настроение. Если вам было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если вам захочется поддержать мой канал копеечкой, ссылку вы можете найти в описании. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.